Привет, друзья! Если честно, сильно сопротивлялся съемкам этого видео, потому что, во-первых, на мой взгляд, тема такая довольно банальная, заезженная и избитая, а во-вторых, это все, давайте скажем честно и откровенно, крайне субъективно, и в любом случае, я подозреваю, будет немало недовольных. Но как бы там ни было, я созрел, и сегодня познакомлю вас со своими самыми любимыми играми на ZX Spectrum. Замечу сразу, впрочем, что всяких Delta Shadow, прочих Серафим и других новоделов сегодня не будет, и только стародельные, такие олдскульные игрушки на Spectrum мы будем сегодня обсуждать. В общем, мои топ-10 игр на Spectrum. Поехали! Итак, на последнее, то бишь на 10-е место, я, пожалуй, поставлю простенькую бейсик-игрушку, в которую, однако, я, наверное, залипал больше, чем в любую другую из игр, о которых я буду говорить дальше. Это так называемый «Президент» и бесчисленное множество его вариаций. Если кто не в курсе и не видел мой обзор этой игры, то вкратце расскажу. Президент – это текстовая экономическая гамеса, где, начиная с самых низов, нужно подниматься вверх по социальной лестнице, строить бизнес, торговать на бирже и все в таком духе. На Денди вот ничего подобного не было, поэтому в то время для меня эта игра была просто вау. Она прям затягивала и безоговорочно нравилась всем моим друзьям, с которыми мы залипали в нее длинными осенними вечерами. На 9-м месте у нас игра Fantis или Game Over 2. И на 9-м месте в этом крайне субъективном топе она лишь потому, что это единственная в сегодняшнем списке игра, с которой я познакомился уже в наше время. И никаких ностальгических воспоминаний у меня по отношению к ней не имеется совершенно. Но, тем не менее, мне прям очень зашла эта классическая игрушка, и я думаю, что ее вполне заслуженно можно назвать одной из самых разнообразных и самых играбельных ZX игр 80-х. В оригинале, то бишь в исполнении для испанского рынка, игра называется Fantis, и в ней мы играем за сильно грудастую девушку. А в британском же варианте, который носит название Game Over 2, мы играем за девушку в костюме космонавта. И также сюжетная линия версии несколько разная. Но, тем не менее, в плане геймплея и левел-дизайна эти игры ничем не отличаются совершенно. Так вот, прежде всего игра радует разнообразием игровых механик и геймплейных жанров, что очень не характерно для Спектрума. Ну и что еще более не характерно для Спека, Fantis имеет вполне себе адекватный уровень сложности и приятно в прохождении. Так что Fantis или Game Over 2 я настоятельно рекомендую. Отличный пример классической ZX игры. Эксалон, конечно же, тоже должен быть на первых местах любого ZX топа, но у меня по поводу него отдельная история. Дело в том, что я не помню, играл ли я в эту игру в 90-х. Вот прям вообще. Короче, у меня нет четких воспоминаний об этой игрушке, но тем не менее, когда я поиграл в нее в наше время, она показалась мне до боли знакомой. В общем, я тупо не помню, играл ли я в нее в 90-х или нет. Видимо, если и играл, то это был какой-то одноразовый прям сеанс. Ну да пофиг. Эксалон играется просто отлично, и причем даже без поправки на фразу «по меркам Спектрума». Вот реально, это одна из немногих классических ZX игр, которые на 100% прошли проверку временем, и в которые сейчас можно играть без специальной психологической подготовки. Сложность, конечно, очень даже того, но играется тем не менее крайне комфортно. В общем, мои рекомендации. Astra Marine Corps, которая находится у нас на 7-м месте, в свое время удивляла квадратными пулями, которые неспешно летят, повторяя все неровности рельефа местности. Ну и вырвиглазный познакоместный скроллинг после Денди тоже обращал на себя определенное внимание. Но, как бы там ни было, Astra Marine Corps — это хороший по меркам спека Run and Gun, и он уж точно сильно лучше спектрумовской контры, то бишь Гризера. Я немало, хоть честно говоря и не сильно
сильно результативно играл в эту игру в 90-х, и у меня с ней связано множество приятных воспоминаний. Но, тем не менее, пройдя ее недавно, я все-таки должен признать, что несмотря на свой отличный для Спектрума визуал, огромных роботов, монстров, кучи взрывов и всего такого, геймплейная игра несколько хромает, и даже не из-за каких-то технических моментов, а в принципе. Она нудновата, хоть я ее и люблю. На 6-е место я поставил Feud. Игру, в которой я нифига не понимал, что там нужно делать, но она мне просто безумно нравилась своим мрачным мистическим сеттингом. Feud особенно дорог мне тем обстоятельством, что я забыл название, все детали этой игры и не мог найти ее очень долгое время, так как в памяти осталось лишь смутное воспоминание и послевкусие от ее офигенной атмосферы. Впрочем, я уже рассказывал это в отдельном выпуске, посвященном данной игре, так что повторяться, пожалуй, не буду. Геймплей Фьюда весьма нетривиален, и игрушка представляет из себя дуэль между двумя магами, что, конечно же, прикольно и что в сочетании с очень неплохой и атмосферной графикой делает ее довольно любопытным представителем ZX Игропрома. Правда, вот без мануала разобраться, как играть в эту игру, практически нереально. На 5-м месте у нас Черепашки-ниндзя, причем обе части сразу. Дело в том, что в 90-х на Спектруме мне нравились именно вторые черепахи, но поиграв в них уже в наше время, я ответственно могу заявить, что во взрослом возрасте первые черепахи мне понравились сильно больше, чем вторые. Первая часть вот прям таки хороша и, я думаю, является одной из лучших игр на Спектрум. Ну а что же касается второй, то она слишком очевидно страдает от недостатков платформы и слишком уж она явно хуже, чем вариант для NES. Тем не менее, играть в нее можно вполне, и других битэмапов подобного уровня на спеке не так уж и много. В общем, я люблю эту игру не меньше, чем первую часть, а возможно даже и больше, несмотря на то, что объективно первые черепахи на Спектруме все-таки лучшие. Игра Буратино авторства Вячеслава Медноногова, которая в сегодняшнем топе стоит на 4-м месте, очень сильно удивила или даже поразила меня в то время. Просто прикиньте, как это ощущалось в 90-х после Денди. Ты играешь в игру на русском языке и играешь в Буратино. Заметьте, не в Пиноккио, а именно в Буратино. Ничего не имею против Пиноккио, но тем не менее, в игре про Пиноккио нет как бы ничего удивительного, вон на Сешке, если я не ошибаюсь, есть игра про Пиноккио. Но вот Буратино это было крайне прикольно. Тем более сюжет был весьма и весьма занимательным, а графика и общий вайб это было прям вау. Обожаю эту игру. Старина Фредди Хардест, восседающий на почетном 3-м месте топа, просто офигенно таки по меркам спека играбелен. Во всяком случае, первая часть. Вторая часть, или даже более правильно будет сказать не вторая часть, а сторона Б, она тоже играбельна и, возможно, она будет даже поинтереснее стороны А, но тут есть два «но». Во-первых, от стороны Б у меня немножко вытекают глаза, а во-вторых, в юности я в нее не играл, а вот в первую играл и даже проходил ее, поэтому первая мне просто ближе. Ну а вообще Фредди Хардест это, конечно, топчик для спека. Я не говорю о второй части, естественно, и тут я имею в виду не сторону Б, а именно вторую часть. Битэмап, который называется Фредди Хардест в Южном Манхэттене. Я играл в эту игру в 90-х, но тем не менее ничего хорошего сказать о ней не могу. Она просто ужасна. На второе место я, пожалуй, поставлю сразу всю серию игр про Дизи. Это однозначно великая спектрумовская классика, и я много играл в Дизика в то время и, наверное, даже поиграл во все части, как минимум официальные. И хотя в то время я так и не одолел ни одной игры про задорное яйко, тем не менее, Дизи — это мое ярчайшее ZX воспоминание 90-х.
Лично для меня, пожалуй, самая любимая была вторая часть «Остров сокровищ Дизи», но, как ни странно, первую я тоже обожаю, несмотря на то, что многие ее сильно недолюбливают. Но, как бы там ни было, в ней совершенно уникальная, загадочная атмосфера, и к первой части Дизика у меня самое что ни на есть теплое отношение. Ну а что же касается третьей части, то мне не нравилось, что в ней не было совершенно никакого звукового оформления. И хотя теперь я, конечно же, знаю, что на 128К в ней есть и звуки, и музыка, но в то время на моем Ленинграде и лично для меня это была просто немая игра. Что же касается остальных частей, то, как я и сказал, я в них во все играл, но понемножку. А вот в первые две я залипал прям сильно. Ну а самой значимой и самой любимой спектрумовской игрой для меня, безусловно, был Робокоп. Во-первых, потому что это в принципе был Робокоп, а не какой-то хрен с горы. Ну а во-вторых, потому что это была моя первая, или во всяком случае одна из первых моих игр на Spectrum. Ну и в-третьих, потому что это действительно очень клевая, крайне целостная и близкая к оригинальному сюжету игрушка. В общем, если вы не играли на Спектруме и думаете, с чего начать знакомство с платформой, то Робокоп — это отличный претендент. Достойная по меркам Спектрума графика, великолепная музыка, на 128К, конечно же, ну и играбельность. Да, игра чертовски играбельна, проходима безо всяких читов, и в 90-х я не раз одолевал ее на своем 48-м Ленинграде. Так что да, для меня Робокоп, пожалуй, самая любимая из стародельных игр на Spectrum, и она уверенно восседает на почетном первом месте моего личного субъективного топа. Как-то так, друзья мои. Это был мой личный топ-10 самых любимых игр на ZX Spectrum. Ну, а вашими игровыми предпочтениями можно, конечно же, поделиться в комментариях, и я с любопытством все это прочитаю. Обещаю. Все, на этом будем прощаться. Всем спасибо и покедова! И, конечно же, особые респектосы всем моим донатерам на стримах и таким патронам, как Андрей Угольник, Unknown Filmmaker, Drunkfly, Соль по вкусу, Snout81, Вариат, АДФ, Александр Бережной, Александр Ляшук, Арт, Crazy Animal, Сайбер, Юджин Трунев, Сергей, Василий Селиванов, Василий Харужик, Маша и Серега, басист Аксель, Володимир Шевченко, Александр Веприк, Дизи Дарк. И, конечно же, огромнейшее спасибо всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих голубых экранах. Покедова!